Прежде чем начну рассказывать о девочке, скажу вам, что о роде этом ходили очень нехорошие слухи. Мол, была в роду их ведьма старая, и, как известно, перед смертью ведьма должна передать свою силу кому-то из наследников. И хотела она передать ее дочери, но та, зная, чем занимается мать, даже не подошла к ней, так как очень боялась, что тоже станет ведьмой. Старуха умерла, но с тех пор в доме стали происходить ужасные вещи. Бились дорогие сердцу вазочки и чашечки. По ночам кто-то рвал одежду домашних. Еда на утро оказывалась горькой, а всех домашних животных находили или разорванными на части, или с отрезанными лапами. И что только не делали, но не могли изгнать из дома эту нечистую силу. Так вот, перед самыми родами матери девочки приснилась эта ведьма и просила назвать малышку ее именем. Они так и сделали, и после этого в доме все прекратилось. Росла Аннушка очень странным ребенком. Она не любила игр и веселья, всегда гуляла одна, а ночью сбегала в поле или в лесок гулять. Она связывала кресты из веток деревьев, а ее лучшими друзьями были могилы. К ребенку вызвали психолога, но тот сказал, что девочка полностью здорова. Вот так вот и жили. С каждым днем она становилась все более сумасшедшей. Все боялись, все, даже родители. По ночам она ходила на кладбище, падала на могилу и начинала рыть ее руками, крича: «Вставай! Говори со мной!» Когда ее пытались забирать, она начинала кричать на людей, швыряться землей из могилы. Так вот, когда Анне исполнилось 19 лет, у нее умерла тетя. Девочка 3 ночи говорила с трупом. Говорят, она отрезала клок волос у мертвой женщины и сняла нитки, которыми ей обвязали ноги. Она хранила их под подушкой. Когда пришел момент похорон и покойницу понесли в церковь, девушка упиралась и не хотела идти. Она кричала, кусалась, но родители твердо решили, что она должна пойти. Ее заволокли в церковь, и вот, когда она зашла на порог, то начала очень громко кричать. Упала на пол, качалась, грызла руки, а потом затихла и закрыла глаза. Когда люди подбежали к ней, то сказали, что она уже мертва. Очень скоро умерли все свидетели этой страшной истории. Вот так вот и получилось, что 2 ведьмы умерли в один и тот же день, 24 числа.